Добрый день, дорогие друзья! Начинаем выпуск номер 3 нашего блога. Тут я немножечко поизносился и попросил дочку с женой найти что-нибудь поносить мне. Они поскребли по сусекам и несут мне вот такую вот штуку. Смотрите, показываю. Я просто из тапок сам выпал. Что это за футболка, или как это назвать, толстовка? А в свое время была такая передача, я думаю, мое поколение точно, ну, поколение, кому за 40 знает ее, называлась «Музыкальный лифт». Вели ее Андрей Комаров и Дима Маматов. Вот. Но мы в свое время как-то дружили, и они эту футболку подарили мне на день рождения, на 30-летие. Вот, так что до сих пор она жива, раритетная. Вот. Их всего было выпущено 10 штук. Так что я думаю, что осталась она одна у меня. Вот. Так что я решил ее надеть. Не думайте, что уж я совсем такое. Но просто, чтобы, я надеюсь, вы со мной вместе порадовались. Перейдем к вашим вопросам. И еще, знаете, я решил не только на вопросы отвечать, но и как-то комментировать интересные комментарии, которые появляются у меня на канале. Ну а вопросы, конечно, посвящены выходу нового клипа на песню «Иду-1», который, ну, в большинстве своем людям вроде бы как понравился. Ян Дзивинский. Русские были более прогрессивными в 80-х, чем Америка сегодня. Ха-ха-ха. Вот так вот, ребята. Спасибо, Олег Заурович. Следим из Беслана за всем, что вы делаете. Гордимся своим земляком. Я тоже горжусь, что во мне есть осетинская кровь. Это прекрасный народ. Значит, мой отец был осетином, мать была русская. Вот. И вот ко мне многие, знаете, обращаются, осетины, на осетинском языке. Я, к сожалению, его не знаю, а поэтому родился в Москве. Понятно, у меня не было никакой практики. В Осетии был только один раз в самом раннем детстве, там, мне было 4-5 лет. Поэтому, конечно, воспоминания такие весьма туманные. Помню, что на паровозе ехал, на реальном таком. Вот. Так что привет, Осетия. Расскажите, пожалуйста, какую музыку вы любите слушать сейчас, какую любили в молодости. Ну, такой вопрос на самом деле не первый раз поступает от разных. Так что я одновременно всем вам отвечаю. Какую музыку я слушал в молодости? Ну, смотря в какой молодости. Молодость совсем, конечно, как все. Я и советскую эстраду слушал, там веселых ребят всякой. Битлз, там. Ну, а что касается вот того времени, когда Альянс был, любимыми группами у меня были Альтравокс, Ток-Ток, Аха. Ну вот, пожалуй, вот такая тройка первая. Почему, знаете, Альянс и на заре почему-то сравнивают многие Депеш Мод. Что там от Депеш Мод? Для меня загадка. Вот кто-нибудь напишите мне, что общего у Альянса и у песни «На заре». Ну, может быть, общего тоже 4 участника на тот момент было в Депеш Мод. Я ничего вообще общего не вижу. Ни в вокальной подаче, ни в аранжировке. Для меня это загадка. Причем здесь вообще Депеш Мод? Большое спасибо за этот второй эпизод вашего видеоблога. Смотрите, за нами наблюдает из Голландии, оказывается. И за усилия и время, затраченные на английские субтитры. Мне понравилось смотреть это. Мне очень нравится ваш мудрый взгляд на жизнь. И да, вы правы. Русский очень красивый язык. Но его так сложно выучить, в скобках. Ждем видео в следующую пятницу. Ну, кстати, видео, может быть, переместим с пятницы на четверг, по совету там товарищей. Очень приятно, уважаемый господин Ван. Не знаю, как воспроизвести ваше имя по-русски.
Да, очень многие просили субтитры сразу после выхода первого блога, поэтому дополнительно взяли на себя такой труд, делаем английские субтитры. Уже с предложением французские субтитры готовы люди делать. Но дело в том, что очень сложно их там в этом ютубе делать. Такая кропотливая работа, можно сказать, микронная. Вот, ну так что уж обойдитесь одними английскими. Уважаемый Олег, давно хотела спросить вас, не пересекались ли вы с Виктором Цоем лично? Ну, я лично пересекался с ним один раз только на форуме творческой молодежи, который был, это было такое кафе, известное «Метелица». Вот, и ему там отключили электричество, Цою. Мы нормально отыграли, никто ничего, а ему отключили электричество на песне «Электричка везет меня туда, куда я не хочу». И он там, значит, стоял такой просто без микрофона, кричал: «Электричка везет меня туда, куда я не хочу». И весь зал это скандировал. Ну вот такое у нас было с ним. Ну там, так сказать, как-то и за кулисами там что-то такое. Но никаких там совместных там, не знаю, не было там. Вот. А позже, когда я уже ушел из Альянса, сам Цой выбрал Альянс в качестве группы разогрева. И они у них выступали на разогреве не в одном концерте. Так что Игорь может там много чего рассказать, наверное. А я ничего такого не могу рассказать про Виктора. При всем моем к нему уважении. Это, конечно, явление в нашей музыке. Вот. Безотносительно того, нравится мне, не нравится. Наташа Иванова спрашивает, почему не поет Журавлев? Это про песню «Иду один», про клип. Ну, знаете, группа, она для того и группа. Группа как-то решает, какую песню кто поет. Вот в этот раз конкретно эту песню я спел прям по просьбе Журавлева. Он меня попросил ее спеть. Олег, а расскажите, пожалуйста, про актеров нового клипа «Иду один» поподробнее. Как сработались, почему именно их выбрали? Ну вот первый такой вопрос именно по клипу, да. Почему-то все пишут просто типа классно, там здорово, там или там не очень здорово, а вопросов людей нет, вроде бы уже все ответы есть. Ну так в двух словах сейчас расскажу, значит, про актеров. Ну там, собственно, написано их фамилии, имена: Александр Ломов и Елизавета Луц, Лиза Луц. Лиза Луц у нас снималась уже в первом клипе на «Забытые слова». Значит, можно сказать, начинающая актриса. Вот. Я ее случайно, собственно, обнаружил, так стал интересоваться. Там мне показали такую яркую девушку. Вот. И когда я узнал там по фотографиям, что она там и на лошадях скачет, идет под водой, там ныряет, и там какими-то огнями там жонглирует, вот, решили попробовать ее. И я считаю, не ошиблись в первом клипе. И решили снимать дальше, как некий такой, не знаю, Санта-Барбара сериал. Ну, как-то мне показалось это логичным. Вот. Но так как по замыслу режиссера уже вот в первом клипе она представала как бы в виде моей музы, вот, которая меня вдохновляет, значит, на написание песен, то здесь уже какая-то такая, значит, лирическая нотка должна была появиться, в смысле love story. Вот. И поэтому нужен был бы уже молодой человек. Ну, я уже рассказывал, откуда он взялся. Мы долго искали, и вот, наконец, нашли, и, на мой взгляд, не ошиблись. Саша очень хорошо сыграл, нам понравилось. И, забегая вперед, про продолжение. Он же будет сниматься у нас и в следующем клипе. Ну, равно как и она. Куда же теперь от них деться? Они как талисманы теперь наши. Интересно, я один такой, кто сомневается. Главный герой мечтает и представляет себе
встречи с девушкой, возможно, парень из робкого десятка. Хотя, с другой стороны, тогда откуда он может знать, как ее зовут? Лиза. Или он вспоминает о времени, проведенном с ней? Олег. А как вы понимаете эту ситуацию? Цель режиссера достигнута. Зритель начинает анализировать. И в своем анализе приходит к разным совершенно выводам. Я считаю, что это то, что и должно быть. Как я лично воспринимаю это? Я лично это воспринимаю так, что молодой человек ходит... Это его воспоминания о том, что было уже. И то, что было как-то рядом, но это в свое время я как-то не оценил и прошел мимо, и собственно, остался один. Вот. Не проходите мимо своего счастья. Не оставайтесь одни. Будьте с кем-то. Это мой призыв вам. Вот поверьте мне, завтра вы проснетесь, не послезавтра, не через год, а завтра. Посмотрите в зеркало, а вам 60. Цените сегодняшнюю минуту и то, что вам даровано свыше. Никакой человек, который появляется в вашей жизни, не появляется просто так. Никаких случайностей нет в жизни. Все очень закономерно. Появился человек, цените его. Про себя расскажите, как жизнь и вообще. Нормальный, хороший вопрос. Жизнь отличная. Ну как это рассказать? Мне жизнь нравится. Вот. И призываю вас к тому же. Искать в жизни хорошее, а не плохое. Не слушать никого, кто нам рассказывает, как мы плохо живем. Мы живем отлично. Лучше всех. Мы живем так, знаете, как сами устраиваем свою жизнь. А не просто вот кто-то нам извне устроил плохую жизнь. Там, или злое правительство там нам устроило. Это, ну, у них свои там задачи, а мы давайте решать будем свои задачи. Вот такая фраза «человек кузнец своего счастья», она совершенно актуальна. Вот. Призываю всех, ну, это может быть не ответ на вопрос, но тем не менее, призываю всех жить счастливо. Теперь я хочу вот, знаете, такой небольшой анонс сделать. Мы давно, ну так заочно познакомились с одним режиссером из Белоруссии. Вот, находились с ним в постоянной переписке, и он пытался снять, ну, своими руками, подручными средствами, клип на песню «Хочу летать». Это, я хочу сказать, что моя любимая песня из этого альбома. И, конечно, я к ней так, отношусь с трепетом. И все изыскиваю средства. У меня, собственно, есть мысли о том, как ее нужно снять. Но нет возможностей финансовых. Кстати, спасибо тем людям, которые от своего сердца, я вижу, посылают с такими пометками, там, «Я вас люблю». Ну, нет, в хорошем смысле вас не меня, а Альянс. Там, видно, что люди от сердца посылают, и, поверьте, я эти деньги, так сказать, по назначению трачу, а не на конфеты с коньяком. Вот. И пока нет возможности снять вот так, как я хотел бы. А тут, значит, парень вот такой вот активный, и видно, ему тоже эта очень песня понравилась, что я приветствую. Вот, он в результате снял клип. Значит, я хочу вот его проанонсировать. Сейчас он там вносит какие-то поправки, и в ближайшее время я его публикую на канале. Ну, хочу сразу сказать, зовут его Глеб. Хорошее такое имя. Кстати, у Журавлева Игоря папу звали Глеб, так что он Игорь Глебович. Такое небольшое пересечение. Глеб Кругликов. И в главной роли там снялся тоже начинающий актер Константин Никитин.
Вот. Мне лично очень понравилось. Очень понравилось. Малыми средствами заложена такая ну, некая реализация вот этого посыла, что человек, ну, не буду вам навязывать свое мнение, мы его пообсуждаем лучше в следующий раз. Вот. Большое вам спасибо за такую теплую реакцию на новый клип на песню «Иду один». И еще раз хочу сказать, что практически уже снято продолжение. Вот. И как только будет чего показать или чего рассказать об этом продолжении, я обязательно это сделаю. На сим прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Ваш Олег Поростаев.